Всем привет! Понятно, что на каждый товар есть свой покупатель. Но если говорить откровенно, то все мы видим, что даже продукты и те до конца не продаются, хотя имеют определенный срок годности. У автомобилей он намного больше, но все же продавать все существующие транспортные средства по сегодняшним ценам нереально. Отсюда возникает вопрос, а куда эти машины девать и что с ними делают? Автопроизводители создают определенное количество автомобилей. В этом вопросе очень выигрывают компании, которые выпускают всегда лимитированную, ограниченную коллекцию роскошных авто. А вот тем, кто ставит акцент конкретно на массовый сегмент, приходится ломать голову. Маркетологи стараются предугадать, какому числу будет равняться потребительский спрос и смогут ли заводские линии столько выпустить. Сегодня новая модель может выпускаться ежегодно, но понятно, что при всем желании купить обновленную версию могут далеко не все, приходится донашивать старое. Сейчас с такими ценами даже подержанную уже не купить на вторичном рынке. Плюс с сегодняшними ценами на бензин скоро и машина не нужна будет. Автопроизводители, кстати, уже научены горьким опытом и стараются не превышать норму по заказам из дилерских салонов. Дилер, кстати, всегда может объявить о скидках и хотя бы выйти в ноль, а не оставаться с кладбищем никому не нужных авто, в отличие от производителей. А умерили бы цены, и все бы машины нашли своих хозяев. Могли бы и 50% скидку сделать пенсионерам, многодетным, людям с низкими доходами. Компании установили такое определение «желтый производственный запас». Оно относится к машинам, которые так и не находят своих покупателей. Кстати, дилеры уверяют, что таких только 1%, а вот в кризисный год может достигать и 30%. Машины, которые не продались в автосалоне, продаются по большим скидкам на других площадках. Типа аукционы уходят по системе трейд-ин, а также их может по маленькой цене забрать сотрудник завода или автосалона. Куда их деть? Арендовать для этого специальные помещения совсем нелогично. Придется рассматривать что-то с большой квадратурой и ежемесячно отстегивать огромные деньги за аренду. Большая часть стоит на уличных стоянках и проживает свои деньки. Ну а если вы планируете купить новый автомобиль, то самый выгодный способ – это зайти на autospot.ru. Ведь только тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Возьмем для примера китайские автомобили. Тут встречаются скидки от 50 до 100 тысяч рублей на покупку за наличные. Если в вашем городе таких скидок нет, посмотрите, к примеру, Питер. Там прям предложения очень хороши. И так по каждой марке и модели. Остается лишь выбрать машину и оставить заявку для бронирования. Заходите на Автоспот, ссылка в описании. Недавно были обнаружены снимки, которые сделал спутник Google Maps. Зрелище просто нереальное. На огромной территории стоит большое количество автомобилей. Причем речь идет не про одну стоянку, их по всей земле насчитывается огромное количество. Кому не хватает места, занимают и взлетно-посадочные полосы. Стоят одни одинешеньки и ждут, что за ними кто-нибудь придет. Но кому они будут нужны после такого простоя? Да, наверное, никому. Все бы ничего, но общественность возмутилась, выступив против того, что транспорт занимает такое огромное количество места. СМИ пытаются реабилитироваться, говоря, что автомобили на стоянках находятся не годами. Вон, мол, стоят новенькие и ждут своих хозяев. Про фотографии оправдываются, что, мол, они были сделаны давно. Явно, что автопроизводители столкнулись с серьезной проблемой перепроизводства из-за резкого снижения спроса. Стоянки такие действительно есть, и машины там задерживаются надолго. Так что же происходит с непроданными машинами? Уходят на запчасти, переходят из рук в руки, перевозятся в другие страны. К примеру, китайцы начали перевозить к нам свой непроданный хлам. Существуют и перекупщики, которые даже застоявшийся вариант могут припудрить и под соусом якобы скидок передать в любящие руки. А как считаете вы, что лучше, пустить под нож готовую продукцию или отдать нуждающимся за бесценок? Пишите в комментариях.